Наталья Юрьевна. Вот, мы встречаем детей, которые к нам едут на российскую территорию, ну, где-то на 3 месяца на реабилитацию. Едут они в приходской дом-приют, который находится в Отрадном. У нас сегодня едут детки из прифронтовых городов. Это Первомайск, Алчевск, Стаханов, Петровская и Суходольск. Да, вот сегодня у нас такая группа собралась. Из Луганска у нас деток нет, хотя Луганск у нас уже обстреливают второй день. Да, не один раз. Сегодня ночью были обстрелы такие очень серьезные. Они будут у нас где-то в районе 3 месяца по законодательству, да? Будут у нас учиться, проживать. Мы их очень ждем. Нас, короче, самолеты бомбили. Самолеты бомбили. У кого самолеты были? У нас, короче, по окраинам города авиаудар был. Откуда вы? С Алчевска. Получается, знакомые, я не знаю, или знакомые, или родные дядя и тетя. У них, они ехали по дороге, и началась бомбежка. И они, получается, свернули на поле, поехали, и там подорвались, так как там минное поле. Ну, у меня бабушка на 1-м этаже, у нее 3 раза окна вылетали, она все время меняла. Каждый день практически сидит в подвале, у нее прямо так возле дома взрывался снаряд не 1 раз, и в крыши дома их не попадали. И ну хорошо, что не взорвался, потому что полдома не было. Когда уже едет военная техника, это уже как привычное дело. Да. Особенно, когда ополченцы в машинах своих вот этих кузовах едет сзади с пулеметом. У нас возле дома 2 снаряда разорвалось. Рядом дом в крышу попал, но тоже не разорвалось. 3 снаряда в церковь попало, тоже не, 1 разорвался, 2 нет. Очень много неразорванных было, и стекла у некоторых вылетели, у некоторых очень много осколков. Да, сейчас на дачах даже не погуляешь по посадкам, даже потому что постоянно где-то все равно много неразорванных снарядов, и, в общем, опасно. Я всех Путина уважаю как-то, больше, чем нашего президента. Наш Порошенко, он как-то, наоборот, еще больше техники хочет послать, чтобы нас тут вообще этих как бы ополченцев стереть, чтобы они вообще не было. Они просто бомбят свои же города, за которые они воюют. Я не понимаю логики. Логика украинцев. Ополченцы бомбят свои же города. Ну как можно, вот у них там родители, дети, они бомбят своих детей, родителей, ополчения, да? Логика Украины. Еще убивает такая вещь, когда они говорят, почему ты идешь, когда добровольцы Украины, они идут на военкоматы, и их, допустим, спрашивают, зачем ты идешь на войну? Защищать? Кого защищать? Непонятно. Вы идете наоборот, убивать. У меня брат пошел в армию до этой войны и все такое. Он отслужил свое, а потом у него должен был в том году быть получается, когда началось, у него он должен был отслужить и выйти. Вот, 9. А его не выпустили, сказали, будешь воевать. Он теперь пишет, бедный, говорит, я не могу, больше приехать, назад на свою родину, потому что меня там считают изменщиком, потому что я воюю против своих, получается. И говорит, я не могу уйти, потому что не могу, меня не отпускают просто. Сказали, если уйдешь, тебя расстреляют твоих родных. Пропаганда Украины, они говорят, что ополчение терроризирует нас, что ополчение тут всех хотят вырезать. Они хотят вас вырезать? Нет, они наоборот нас... Когда я лично скажу, от нашей школе ополченцы помогают. Они привозили нам всякую технику специально, так как у нас школа инвалидов. Гуманитарную привозили. У нас и гуманитарную помощь привозили некоторым. У нас каждый день кормят малообеспечивающих детей. У нас ополченцы, то есть они помогают, наоборот. А вот... Украина говорит... Нет, Украина нам ничего не дает, нам только Россия дает. Украине мы не нужны вообще. Как у нас. Вот ополченцы привозят, покупают за свои деньги. Нам конфеты, подарки на Новый год давали. Вот портфели. Да, вот, нам портфели нам покупали. Гуманитарную помощь давали. Да, вот что нам Украина дала? Куча проблем и смерти.
Пропаганда Украины, она, получается, они говорят, что ополчение хотят всех вырезать, и у украинцев, получается, происходит ненависть к ополчению, и они идут специально на войну. Это, их украинские СМИ говорят, что нас тут терроризируют, а на самом деле нас никто не терроризирует, мы живем нормально, только, да, без пенсии, там пожилые люди, и они нас наоборот замыкают и как бы отдают России, но сами почему-то же нас бомбят. Нет. Нет, уже привыкли, уже когда стреляют, да, только когда... Вот, например, закрытое помещение, дома, сижу, смотрю телевизор, начинаю стрелять, я уже понимаю, что это стреляет, куда оно стреляет. Только когда, страшнее только тогда, когда оно немного сильнее начинается, тогда оно, потому что ты уже понимаешь, ты уже не привык к таким сильным взрывам, ты привык просто к взрывам, но к сильным ты не привык еще. Когда, начали стрелять, вот, прямо рядом с нашим домом стали вот такие, я не знаю, какая техника, и начала стрелять по самолету, сбивать его. И когда начали стрелять, мы с бабушкой, я чудом проснулась, толкнула бабушку. Некоторые люди вообще проснулись, уже начинали разрываться снаряды. У меня дедушка, мы с бабушкой успели выбежать в коридор, то есть успели открывать дверь. А дедушка у нас еще стоял там окно в зале, и он стоял на коленях, потому что прямо возле этого окна взрывался снаряд. Он чудом как бы уцелел, потому что стекло вылетело. У меня сестра маленькая, которая, получается, ей 9 лет. Меня зовут Чертова Елена Анатольевна, я депутат парламента Новороссии и член правления общественной организации «Единая русская земля». Я организовала полностью всю поездку, которая вот сегодня у нас состоялась, скажем так, благодаря воронежской стороне, благодаря вот Наталье Юрьевне, благодаря Воронежской епархии, благодаря Русской Православной Церкви, митрополиту Сергию. Вот, в общем-то, поездка смогла состояться. Майдан начался, потому что у нас был еще Виктор Янукович, президент. Ему как бы предложили контракты на, то есть вступать в Евросоюз, вот. Но он еще не хотел подписывать, то есть люди узнали об этом и начали собираться, как бы митинговать, что они хотят в Евросоюз. В принципе, и вот из этого началось вот это вот все, начало все больше и больше людей, начали такие коктейли Молотова бросать.